Представители знака зодиака Водолей. Здравствуйте, мои дорогие любимые Водолеи. Таро расклад. Что прояснится? События ближайшего будущего на декаду, на 10 дней с 20 по 30 апреля. Что уходит, а что придет взамен? И великая ретроградность, которая у нас тянулась много месяцев, с последних месяцев 2024 года. И вот она закончилась 13 апреля. Это у нас Венера как раз, планета, которая олицетворяет наше благополучие, с 14 в прямом движении. Но этот период жизни мы прожили не случайно. Или те вопросы, те люди, которые нам встретились, или, ну, как может быть, обстоятельства вынесли на поверхность тоже некоторые темы, и это было вам зачем-то нужно, потому что, скорее всего, действительно вы можете встать перед такой дилеммой: ждать или отпустить. И подобные вопросы могут касаться любой сферы жизни. Повторить еще раз какой-то сценарий или все-таки ориентироваться и организовать свою жизнь в новой реальности. Давайте с вами узнаем подсказки карт. И начнем мы с вами с карты Таро. Так что же уходит и что приходит взамен? Узнаем, какая тайна откроется. Или какие неожиданности, то, чего вы не ждете. Но вот самое главное, с кем-то, знаете, не поссориться с одной стороны, или по пятерке жезлов и не очень-то на кого-то понадеяться, потому что когда в товарищах согласия нет, вот как раз об этом эта карта. Или сам по себе человек, с которым вы, может быть, контактируете, он вам что-то обещает. Но вряд ли эти люди иногда... Есть такие люди, которые, ну, как прообраз, архетип этой карты. Это те, которые забывают о нас. Утром пообещали, к вечеру забыли. Поэтому где-то бойтесь ненадежных людей. Что уйдет? А что придет взамен? Что прояснится? Какая правда откроется? Возможно, и глаза наши откроются на какое-то событие. То, чего вы не ждете, или неожиданности, неожиданные события. Далее мы достанем из колоды Оракул Ленорман 3 карты. Это как можно расценивать знак судьбы или события ближайшего будущего, в какой из сфер, или с чем это будет связано. Давайте тоже узнаем вот такие подсказки на Оракуле Ленорман. Первое — события ближайшего будущего, вторая карта. И как знаки судьбы, события ближайшего будущего, третья. Мы достанем с вами карту совет, которую откроем в самом конце. И достанем еще 3 по основным сферам жизни. Что уйдет? Карта сила. Вы можете почувствовать некоторую неопределенность. Или, кстати, то, в чем вы были уверены, ну, как бы падает под сомнение. Или это может быть сопряжено с тем, что вы намечали какой-то вопрос решать по-своему и где-то уже предприняли некоторые шаги или даже уже успели что-то осуществить, а здесь вам придется корректировать собственные планы. Не все так однозначно. Эта сила, понятно, никуда не уходит. Это ваша ресурсность. Но о чем говорит карта? Тебе эту ресурсность придется применить как-то иначе или себя перестроить. Может быть, это будет связано просто банально со сроками. Вы думали себе в одни сроки что-то осуществить, а здесь тоже, опять же, что-то меняется. Или меняется у конкретных людей, или, может быть, ситуация по работе вас просят подождать, или конкретный человек говорит, нужно подождать. Или вы занимаетесь оформлением документов, и тоже вы уверены, да, все у меня тут правильно, все по закону, и, в принципе, уже все сроки я просчитала или просчитала. Но его величество случай все же, он может быть, поэтому будьте готовы к неожиданностям. Карта, тем не менее, говорит, что у вас, да, ресурсность, она определенно на высоком уровне, но вам придется быть дипломатом. Не все вам может нравиться, а вот этот лев — это как раз прообраз нашего собственного эго. И он подчиняется девушке прекрасной только лишь потому, что не чувствует агрессии. Поэтому от вас, мои дорогие водолеи, агрессия какая-то даже в общении. Или, ну, можно назвать, когда мы настаиваем на чем-то своем. Не настаивайте. Это не принесет никаких
должных эквивалентов для вас, наоборот, какую-то конфронтацию может разжечь. Или, мои дорогие водолеи, не демонстрируйте свою силу. Будьте хитрее, будьте дипломатами, в конце концов. Давайте посмотрим, а что же придет взамен. Вот правда, вам придется что-то пересматривать, переделывать. Аркан башня. И башня – это отчасти прообраз, знаете, как какой-то системы, структуры. Первые карты Таро – башня, это была тюрьма. Да, это тоже какая-то структура, система такая ограниченная. С одной стороны, карта будет говорить, что оковы падают, потому что вот эта тюрьма, по преданию, от молнии, от удара молнии она разрушается. То есть это то, что старое. Или старая какая-то система, или старый какой-то уклад. Или пусть это по законам, к примеру, были одни законы, и здесь они тоже меняются. Это все то, что я говорила по аркану сила. Вам себя приходится перестраивать, адаптировать на новый лад и организовывать жизнь по-новому. Или вот эту силу, или ваши ресурсы рассмотреть, куда я их приложу, как в новом эквиваленте. Или как будет работать, может быть, сама по себе система. Если вы оформляете документы, ну, тут тоже может меняться что-то. Меняться могут чиновники. Или, к примеру, вы уже с одним лицом договорились, может быть, он даже вам помогал в чем-то. А здесь может произойти, ну, где-то подобие башни, когда человек увольняется или отходит словно отдел. Ну, или какие-то у человека там тоже, который принадлежит, может быть, к чиновнику или какому-то лицу, с вашей стороны это как вам доверенное лицо, но в то же время вот сейчас, может быть, в жизни человека, этого, на кого вы рассчитывали, тоже тут происходят какие-то перемены. Вам действительно приходится перестроить собственные планы под другую реальность. Что же прояснится? И тем не менее, это все во благо. Значит, мы можем быть отчасти шокированы или чувствовать невесомость. Состояние невесомости – это, знаете, как «и что же мне теперь делать дальше?» Хорошо, я уже там чем-то занимался или занималась, и я думала, что да, вот именно в этом контексте оно будет развиваться, а тут тебе раз, и все надо как-то переделывать. Или как с новой ноги что-то начинать. Но, значит, это очень вовремя, мои дорогие, потому что что прояснится? Какая-то история личной жизни, десятка кубков, продолжение или какие-то новые возможности. Все же нам карта очень добрая. Говорит о том, что здесь могут быть и вопросы денег, и вопросы жилья. И здесь проясняется какая-то правда, какая-то истина. С одной стороны, по отношениям, например, тут тоже могут прояснены быть некоторые вопросы. Я не могу сказать, что вам все будет нравиться. Нет, конечно, потому что аркан башня. Это еще себя либо на что-то надо уговорить, ну, наверное, уговорить, как минимум, рассмотреть альтернативные варианты. Или адаптироваться к чему-то, мои дорогие водолеи. Вот такое тоже я не исключаю. Но прояснится какой-то очень добрый вопрос для вас, перспективный. То, что касается либо личной жизни, либо места вашего пребывания, может быть и работы, может быть работы на дому, к примеру. Или как вы учитесь точнее, осваиваете какие-то навыки, чтобы и работать на дому. Может быть, это будет сопряжено с тем, что вы куда-то собираетесь и переезжать, и одновременно иметь возможность работать из любой точки мира. Но, значит, вот те или законы, или какие-то изменения по аркану башни, это вот все проходит, которые происходят теперь, они тоже происходят вовремя, давая вам некоторые маневры, учесть вот эти штрихи или вот эти детали, правильно подготовиться или себе на будущее соломки подстелить. Вообще очень хорошие карты, правда. А для кого-то будет башня означать буквально, как какая-то тюрьма или как, ну, может быть, закон запрещал вам что-то делать. Или, может быть, это как внешние события, и вам тоже не было возможности куда-то поехать. И вот теперь эта башня рушится. У кого-то и так. Чего вы не ждете? Вы можете расценивать, хотя семерка мечей – карта вора. Вы тут можете и замечтаться, поэтому будьте внимательны, как и к платежным системам, к аккаунтам. Перепроверьте, поменяйте, может быть, и пароли. Но и с другой стороны, будьте реально внимательны к своим кошелькам, к сумочкам, к деньгам. При всех взаиморасчетах важно не замечтаться.
мои дорогие. Здесь и люди могут вести себя неоднозначно. По семерке мечей здесь могут пытаться и нами манипулировать тоже. Вот то, что вы не ждете. Может быть, это какая-то, кстати, правда, которая у вас открывается по части личной жизни. Может быть, вас ввергает в какие-то сомнения, когда вы можете кому-то не доверять. И карта ведь нам не говорит, что это так на самом деле. Но какой-то так червь сомнения он может быть у вас. И тогда прояснить по семерке мечей, что же есть в реальной жизни. Тем не менее, не замечтаться я больше вижу, потому что когда падает наша концентрация внимания, когда мы на кого-то надеемся, а надеяться нужно на самих себя. И тогда вот этих сюрпризов со знаком минус будет или меньше, или вообще не будет. Но здесь может быть и банально какой-то человек, вы с ним столкнетесь, и вы были о нем лучшего мнения. А тут действительно он вам как-то покажет себя с другой стороны, ну и у вас глаза откроются. Но это будет с позиции то, чего вы не ждете. Я не видела ни в одном издании, чтобы было прописано карта вора. Но тем не менее, бытует вот это мнение, передается из уст в уста, и стало быть, имеет место или может как теоретически такое случиться. Нас эта карта призывает к вниманию, чтобы не ошибиться. Давайте как подсказки, знаки судьбы, события будущего. Ну, наверное, вам нужно быть внимательным, потому что букет – это много общения. Вот как в букете разные цветы. И здесь могут быть контакты с людьми новыми, с людьми, которые говорят на разных языках. Здесь контакты могут быть и через интернет, я вполне такое допускаю. И бойтесь скамерства, мои дорогие. Тут вам такого таких историй навыдумывают. Но все сводится к тому, чтобы от вас получить деньги. Нельзя замечтаться. Умейте правильно выстраивать диалоги. Или то, что карта нам говорит, в принципе, то, что ты слышишь от людей, у нас девятка, а 9 это как пороговое значение перемен. И карта нам говорит, анализируй, впитывай в себя вот эту информацию и перепроверяй. Из этого информационного вороха будет точно одно. Может быть, этих событий, известий будет, ну, я не знаю, тысячи за этот срок. Но что-то одно рациональное определенно будет. И ради этого рационального тебе неплохо будет все-таки пересмотреть вот этот ворох информационный, прежде чем выудишь ты вот это рациональное зерно. Ты не должен замечтаться или раньше времени на что-то согласиться, или ты должен себя беречь. Беречь себя в интернете. Интернет – интересное место, но и опасное. И перед тем, как довериться человеку, ты должен его знать от и до очень хорошо. Вот такая карта, как предупреждение. Может быть, вот смотрите, правда, прежде вы не могли получить какой-то документ, а здесь словно преграды, препоны какие-то рушатся, как прежняя, может быть, система выдачи конкретных документов, а здесь она вдруг может быть тоже пересмотрена. И для вас как зеленый свет, открытый путь, мои дорогие, потому что вы получите документ. Есть, я вижу, все же какие-то согласования очень важные, и у каждого по-своему. У кого-то виза, а у кого-то сертификат надо получить по той профессии, которую вы приобретаете. Может быть, вы где-то сдаете экзамены, и вас вот с этим букетом пытаются так на экзамене экзаменаторы путать где-то, и такое тоже вполне вероятно. Я здесь вижу, что вы можете как раз выдержать экзамен блестяще, но по аркану письмо это может быть и сообщение от какого-то конкретного человека. И опять же, тоже перепроверяйте. Здесь может быть как и ошибочное, или то сообщение, или вот то письмо. Особенно будьте внимательны с учетом семерки мечей. Когда вы получаете какую-то корреспонденцию на Gmail, вам могут какой-то баннер прислать, а это, если вы по нему переходите, вы становитесь прозрачными сразу же для фишинговых атак. И видят и ваши платежные системы, и откуда вы, и что вы. Ну, короче, вы вот как на ладони. Потому что те, кто этим занимается, ну, видимо, этот доход у них достаточно прибыльный, и они знают тысячу каких-то способов, поэтому не рискуйте. Из любопытства, переходя по каким-то таким зазывающим темам, письмам, или пусть это баннер, даже вы смотрите что-то, и тут тоже вот фишинга остерегаться определенно стоит. Но по аркану письмо
Здесь может, если мы уже в хорошем смысле, как знаки судьбы, ведь правда получение какого-то важного документа или важного письма, официального письма, или какая-то возможность. Возможность, кстати, в оракуле Ленорман нет карты деньги. И по опыту знаю, иногда эта карта может свидетельствовать о возможностях последующих заработков. Это как прелюдия какого-то заработка и, может быть, договоренности. Но опять же, перепроверяйте надежность. Давайте знаки судьбы, правда. С арканом якорь – это очень добрая карта уверенности и вверху десятка кубков. Есть у вас, мои дорогие, те, которые люди, как бы, да, кому вы можете доверять. Но это отнюдь не все подряд. Может быть, вопросы в этот период для вас, или нужно этому уделить внимание, вопросы дома. Или если вы собираетесь куда-то переезжать, значит, где вы будете находиться в другой местности, как вы будете работать, потому что по якорю идет надежность. Или тот фундамент, а это уже где-то могут быть товарно-денежные отношения или денежные отношения, ваши ресурсы, от чего вы можете оттолкнуться. Иными словами, якорь, он куда? Он на дно, то есть вот на какую-то твердыню бросить. Вот есть фраза «якорь». Может быть, и вы действительно продумываете какой-то свой далекий переезд. Тогда карта будет говорить, у тебя должно быть все просчитано. Тут, правда, и документы, и возможные какие-то перемещения, согласования. Но ваша задача из этого вороха информации для себя какую-то твердыню создать, основу, какой-то базис. Совет. Соответственной королевы Пентаклей. Это та, которая умеет из любого хаоса создать порядок. Вот и наводите порядок. В документах, опять же, да, или проясняйте какие-то вопросы. Не должно быть просчета. Надейтесь сами на себя. Королева Пентаклей надеется сама на себя всегда. И тогда вот та идея, или пусть это ее желание, намерение, мечта, которая поначалу присутствует только в ментальности, она найдет способы воссоздать это в реальной жизни. Поэтому и вы можете какую-то свою мечту воплощать в жизнь. Очень добрая энергия. Но при этом сохраняйте сами себя. Для вас уже не первая карта об этом говорит. Может быть, потому, мои дорогие водолеи, обстановка вокруг вас какая-то еще пока турбулентная. Или есть просто вы или мы все проживаем с вами в тот период, когда у нас постоянно еще что-то меняется. И то, что у нас часто было утром заявлено, к вечеру уже, глядишь, опять что-то поменялось. Поэтому держите руку на пульсе. Вот аркан букет. Вы будете искать информацию, находить, анализировать. Скучать вам будет некогда. И будет много общения. Но вот как по аркану письмо. Это можно сразу расценить вот эти две карты, как и совет тоже, с учетом королевы Пентаклей. Все должно быть запротоколировано или подписано в документах, оформлено с печатями, штампами какими-то. И не должно быть просчета, если это финансы. Если по аркану якорь, это где-то и как место вашего пребывания или планируемое, и люди, мои дорогие, кому вы можете доверять. Вот эта база, вот эта основа, она как старт ваших ресурсов или раскрытие вашего потенциала, или, может быть, и перемещение, построение личной жизни, но и еще, когда вы можете осуществить свою мечту. Ваша мечта более чем реальна, но это требует особенного подхода и внимания. Вот давайте по части мечты или по части честолюбивых планов, достижений достанем одну карту. Дела, работа, бизнес. У кого-то учеба, у кого-то документы. Какие энергии превалируют в эти 10 дней? Двойка жезлов. Но есть то, что вы должны завершить, закончить. Двойка – это то, что нам привычно. Это то, что мы знаем. И значит, еще не все точки над «и» вы расставили. По сути, два жезла. Мы словно от одного к другому жезлу ходим и с чем-то пытаемся определиться. Может быть, и ищем информацию, а может быть, и подводим некоторый баланс в тех делах, вопросах, которые вы уже начали прежде. Потому что двойка жезлов – это карта, ну, уже достаточно такая надежная. Но эта карта не крупная. Предполагается, что за этим все равно пойдут перемены. Давайте посмотрим, ну, вот как раз подвести что-то к итогу и не прошляпить. Вот самое время и добрая карта.
На вопросы финансы ваша карта. И пусть меня смотрят девочки. Король мечей – это в первую очередь интеллект и экспертность. Поэтому, ну, будьте сами таковыми, да. Имеется в виду, что вы, может быть, как для заработков, это ваша экспертность по вашей профессии или по роду вашей занятости. Это ваши задумки, это ваш интеллект. Интеллект с умением просчитать что-то наперед. Может быть, и правда кому-то согласование, путешествие по чиновникам, в банк. Кто-то может отправиться, кстати, решать те или иные вопросы по части финансов или закрывать какие-то гештальты, да, платежи, может быть, налоговые органы. Иногда по этой карте идут люди в погонах. Может быть, вы должны, пусть это у вас на финансы, ну, кто знает, может быть, вы, ну, какие-то переговоры, договоренности или буквально какие-то проплаты, может быть, присутствуют, или выплаты, либо вам, либо вы какие-то. Все зависит от того, чем вы занимаетесь. Хотя люди в форме проходят, тут это может быть и таможня, почему нет? Ну или врачи. Может быть, и врачи, кто-то пойдет из вас перед тем, вот даже собираясь куда-то переезжать, да, или просто даже не собираясь переезжать, вы хотите прояснить о себе и знать больше и конкретно, на каком или в каком состоянии мое здоровье. Причем не в догадках жить, а именно пройти обследование, к примеру. Такое тоже допускаю. Но есть, значит, те темы, когда вам деньги, может быть, понадобится оплатить документ. Не все документы бесплатно делаются. Или вот как я перечислила за какую-то услугу. Иногда проходят юристы, адвокаты. Карта может говорить по деньгам, если ты не можешь сам какой-то вопрос решить, а он именно уже увязан с законом. Тогда обратись к этому специалисту. Ну, ровно так же, как мы обращаемся к врачам. Личная жизнь. Рационализм, мои дорогие водолеи. Личная жизнь. Не все тут вам может нравиться. Вы, как вот я говорила, можете кому-то даже и не доверять. Пятерка пентаклей. И это два момента. Первое – внимание к деньгам. Или, может быть, конкретно недостаток финансов вас заставляет искать новые методы заработков денег. Или, может быть, новые методы работы на дому, помимо вашей профессии, да, помимо офиса или хождения в организацию. Здесь вы тоже можете рассматривать и побудительный мотив именно финансы. С другой стороны, карта говорит, не должно быть недопонимания. Может быть, не обострить отношения с вашими близкими или с теми, нам ведь сказали, что у вас все же есть та команда, которая вас любит или которая вас поддерживает, мои дорогие водолеи. И вам может не нравиться, иногда мы на волне эмоций, можем и поссориться с кем-то или начинаем кому-то что-то доказывать. Потом мы понимаем, что ну, вот этого делать не следовало. Но мы все живые люди, поэтому не должно быть как и какого-то пролапса по финансам, так и не должно быть какой-то конфронтации, особенно с теми людьми, которые для вас любимы, важны, ну или, может быть, нужны для некоторых согласований. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.